Глава 2. Ньюленд Арчер во время этого короткого эпизода пришел в странное замешательство. Было досадно, что ложа, которая таким образом привлекала безраздельное внимание мужской половины Нью-Йорка, оказалась именно той, где его невеста сидела между матерью и тётой. И какое-то мгновение он не мог узнать даму в платье стиля ампир и не мог понять, почему ее присутствие вызвало такое волнение среди посвященных. Затем его осенило, а вместе с этим пришел и мимолетный прилив негодования. Нет, в самом деле, никто бы и подумать не мог, что Минготы отважатся на такое. Но они отважились, несомненно отважились. Ибо приглушенные комментарии позади него не оставляли у Арчера сомнений в том, что эта молодая женщина, кузина Мэй Велланд, та самая кузина, которую в семье всегда называли «бедная Элен Оленская». Арчер знал, что она внезапно приехала из Европы день или два назад. Он даже слышал от мисс Велланд и без какого-либо осуждения, что та навещала бедную Элен, которая остановилась у старой миссис Мингот. Арчер полностью одобрял семейную солидарность, и одним из качеств, которыми он больше всего восхищался в Минготах, была их решительная защита тех немногих паршивых овец, которых породил их безупречный род. В сердце молодого человека не было ничего низкого или мелочного, и он радовался, что его будущая жена не станет из ложной скромности избегать доброго отношения, с глазу на глаз, к своей несчастной кузине. Но принимать графиню Оленскую в семейном кругу — это совсем другое дело, нежели выводить ее в свет, да еще и в опере, из всех возможных мест, и в той самой ложе с молодой девушкой, о помолвке которой с ним, Ньюлендом Арчером, должно быть объявлено через несколько недель. Нет, он чувствовал то же, что и старый Силлертон Джексон, он не думал, что Минготы отважатся на такое. Он знал, конечно, что на все, на что только мог отважиться мужчина в пределах Пятой авеню, старая миссис Мэнсон Мингот, матриарх этого рода, отважится тем более. Он всегда восхищался этой высокомерной и могущественной старой дамой, которая, несмотря на то, что была всего лишь Кэтрин Спайсер со Статен-Айленда, с таинственно опороченным отцом и без достаточного количества денег или положения, чтобы заставить людей забыть об этом, породнилась с главой богатого рода Минготтов, выдала двух своих дочерей замуж за иностранцев — итальянского маркиза и английского банкира, и увенчала свои дерзости тем, что построила большой дом из бледного кремового камня. Недоступной глуши недалеко от Центрального парка, и это в те времена, когда коричневый песчаник казался такой же единственно возможной одеждой, как сюртук в послеполуденные часы. Иностранные дочери старой миссис Мингот стали легендой. Они так и не вернулись, чтобы навестить мать, а последняя, будучи, как и многие люди с деятельным умом и властной волей, малоподвижной и тучной по своей комплекции, философски оставалась дома. Но кремовый дом, который, как предполагалось, был построен по образцу частных особняков парижской аристократии, стоял там как видимое доказательство ее морального мужества. И она восседала в нем на троне среди дореволюционной мебели и сувениров из тюэльри времен Луи Наполеона, где она блистала в свои зрелые годы, так же безмятежно, как если бы не было ничего странного в том, чтобы жить выше 34-й улицы или иметь французские окна, которые открывались как двери вместо оконных рам, поднимающихся вверх. Ньюленд Арчер, размышляя об этих вещах, снова перевел взгляд на ложу Минготтов. Он увидел, что миссис Велланд и ее невестка встречали полукруг своих критиков с тем минготтовским опломбом, который старая Кэтрин привила всему своему клану. И только Мэй Велланд выдавала повышенным румянцем, возможно, из-за понимания, что он наблюдает за ней, ощущение всей серьезности ситуации. Что же касается виновницы этого переполоха, то она грациозно сидела в углу ложи, устремив глаза на сцену, и, слегка наклоняясь вперед, обнажала чуть больше плеч и груди, чем Нью-Йорк привык видеть, по крайней мере, у дам, имеющих причины желать остаться незамеченными.
Мало что казалось Ньюленду Арчеру более ужасным, чем оскорбление вкуса, того далекого божества, чьим видимым представителем и наместником была всего лишь форма. Бледное и серьезное лицо мадам Оленской казалось его воображению подходящим к случаю и к ее несчастному положению. Но то, как ее платье, у которого не было скромной вставки у выреза, открывало ее худые плечи, шокировало и тревожило его. Ему было невыносимо думать о том, что Мэй Велланд подвергается влиянию молодой женщины, столь небрежно относящейся к предписаниям вкуса. В конце концов, услышал он голос одного из молодых людей позади себя, все разговаривали во время сцен Мефистофеля и Марты, в конце концов, что именно произошло? Ну, она ушла от него. Никто и не пытается этого отрицать. Он ужасный скот, не так ли? Продолжал расспросы молодой человек, простодушный Торли, который, очевидно, готовился вступить в борьбу в качестве защитника дамы. Худший из всех. Я знал его в Ницце, авторитетно заявил Лоуренс Леффертс. Полупарализованный, белый, насмешливый тип. Довольно красивая голова, но глаза с огромным количеством ресниц. Ну, я скажу вам, что это за сорт. Когда он не путался с женщинами, он коллекционировал фарфор. Платил любую цену и за то, и за другое, насколько я понимаю. Раздался общий смех, и молодой защитник спросил. Ну, а дальше что? Ну, а дальше она сбежала с его секретарем. А, понятно, лицо защитника вытянулось. Впрочем, это продолжалось недолго. Я слышал о ней несколько месяцев спустя, она жила одна в Венеции. Кажется, Ловел Мингот ездил туда, чтобы забрать ее. Он говорил, что она отчаянно несчастна. Это все ладно, но выставлять ее на показ в опере — совсем другое дело. Возможно, рискнул предположить молодой Торли, она слишком несчастна, чтобы оставаться дома. Это было встречено непочтительным смехом, и юноша густо покраснел, пытаясь сделать вид, будто он имел в виду то, что знающие люди называют двусмысленностью с намеком. «Ну, во всяком случае, странно, что они привели мисс Велланд», — тихо сказал кто-то, косясь на Арчера. «А, это часть компании». «Приказ бабушки, без сомнения», — рассмеялся Леффертс. «Когда старая дама за что-то берется, она делает это основательно». Акт подходил к концу, и в ложе началось общее движение. Внезапно Ньюленд Арчер почувствовал побуждение к решительным действиям. Желание стать первым мужчиной, который войдет в ложу миссис Мингот, провозгласить ожидающему миру о своей помолвке с Мэй Велланд и поддержать ее в любых трудностях, в которые ее могло втянуть двусмысленное положение кузины, этот порыв внезапно преодолел все сомнения и колебания и заставил его поспешить по красным коридорам на противоположную сторону театра. Когда он вошел в ложу, его глаза встретились с глазами мисс Велланд. Он увидел, что она мгновенно поняла его мотив, хотя семейное достоинство, которое оба считали столь высокой добродетелью, не позволяло ей сказать ему об этом. Люди их круга жили в атмосфере едва уловимых намеков и бледных деликатностей, и тот факт, что он и она понимали друг друга без слов, казался молодому человеку сближающим их сильнее, чем это сделало бы любое объяснение. Ее глаза говорили: «Ты видишь, почему мама привела меня», а его глаза отвечали: «Я ни за что на свете не хотел бы, чтобы ты осталась дома». «Вы знакомы с моей племянницей, графиней Оленской?» — спросила миссис Велланд, пожимая руку своему будущему зятю. Арчер поклонился, не протягивая руки, как это было принято при знакомстве с дамой. Элен Оленская слегка наклонила голову, сохраняя свои руки в бледных перчатках, сложенными на огромном веере из орлиных перьев.
Приветствовав миссис Ловел Мингот, крупную блондинку в шуршащем атласе, он сел рядом со своей невестой и тихо сказал: «Надеюсь, ты сказала мадам Оленской, что мы помолвлены. Я хочу, чтобы все знали. Я хочу, чтобы ты позволила мне объявить об этом сегодня вечером на балу». Лицо мисс Велланд стало розовым, как рассвет, и она посмотрела на него сияющими глазами. «Если ты сможешь убедить маму», — сказала она, — «но зачем нам менять то, что уже решено?» Он не дал иного ответа, кроме того, который вернули его глаза, и она добавила, улыбаясь еще более уверенно: «Скажи моей кузине Сам, я разрешаю тебе. Она говорит, что играла с тобой, когда вы были детьми». Она освободила ему место, отодвинув свой стул, и Арчер тотчас же, и даже несколько демонстративно, с желанием, чтобы весь зал видел, что он делает, сел рядом с графиней Оленской. «Мы ведь и правда играли вместе, не так ли?» — спросила она, обращая к нему свои серьезные глаза. «Вы были ужасным мальчиком и однажды поцеловали меня за дверью. Но влюблена я была в вашего кузена Ванди Ньюленда, который на меня даже не смотрел». Ее взгляд скользнул по подковообразной кривой театральных лож. «Ах, как все это возвращает меня в прошлое. Я вижу всех присутствующих здесь в коротких штанишках и панталонах», — сказала она со своим протяжным, слегка иностранным акцентом, и ее глаза снова вернулись к его лицу. Несмотря на то, что выражение ее глаз было приятным, молодой человек был шокирован тем, что в них отражалась столь непристойная картина этого величественного трибунала, перед которым как раз в это самое время разбиралось ее дело. Ничто не могло быть в более дурном вкусе, чем неуместное легкомыслие, и он ответил несколько чопорно: «Да, вы отсутствовали очень долгое время». Века и века, так долго», — сказала она, — «что я уверена, будто я уже умерла и похоронена, а это милое старое место — райские кущи». Это высказывание по причинам, которые он не мог точно определить, показалось Ньюленду Арчеру еще более неуважительным способом описания нью-йоркского общества.